Поезд столкнулся с автомобилем. Белгородская самооборона ищет защиты от силовиков, а петербургскую тюрьму Кресты превратят в гостиницу. Всем привет, это новости «Воздух» на Ходорковский лайв. Подписывайтесь, ставьте лайки, мы начинаем. Электричка столкнулась с автомобилем в подмосковной Дубне на Новом шоссе. Водитель сбитой «Лады» погиб. Он решил проскочить переезд перед поездом на красный сигнал светофора, но не успел. Электричка врезалась в фургон на полном ходу и смяла его. Шансов выжить у водителя не было. Полиция проводит проверку инцидента. Белгородская самооборона попросила защиты от местных силовиков. Бойцы отряда ополчения 31 записали видеообращение губернатору Гладкову. В последнее время кто-то преподносит ложь и клевету в отношении к нам, бойцам ополчения. Тем самым порочит честь и достоинство наших сотрудников. Соответственно, ведутся допросы, обыски со стороны силовых структур, что подрывает работоспособность наших бойцов. По их словам, силовики, какие именно не называются, постоянно проводят в дружине проверки. 20-летней девушке, входящей в отряд, при задержании сломали руку. Других допрашивали и обыскивали. Члены теробороны попросили защиты у главы региона. Также они высказались в поддержку своего начальника, но не сказали, подвергся ли он проверке. Чиновники пообещали встретиться с подразделением в ближайшее время. Столовую Высшей школы экономики разукрасили к 23 февраля. Теперь там милитари-меню. В частности, салат с капустой под названием АК-47, суп суворовский, рагу фронтовое, военно-полевая гречневая каша. Над всем этим автомат, триколор и водка. Сотрудники одеты в камуфляж и пилотки. По данным студенческого канала «Вышки», акцию проводят в столовой корпуса на Старой Басманной улице в Москве. На свободу вышел кочегар Владимир Румянцев, попавший в заключение в начале вторжения России в Украину. Его история была достаточно громкой. Румянцев через самодельную домашнюю радиостанцию транслировал антивоенные стримы и подкасты, а также репостил независимые СМИ в своих соцсетях. Его приговорили к 3 годам колонии. Владимир Румянцев отбывал срок в ИК-20 в Вологодской области. Вот что он рассказал журналистам по пути из колонии. Сидел, думал, как будет возвращение домой-то выглядеть. Надо будут вопросы задавать. Действительно задают вопросы. Не знаю, еще голова в порядок не пришла пока. Нет такого чувства, что освободился, потому что понимаю, что на воле ничего такого хорошего не произошло. Эйфории нету, категорически нету. Легендарное петербургское СИЗО «Кресты» переделают в общественное пространство. Тюремный комплекс за миллиард с лишним купила строительная компания КВС. Там планируют наполнить Кресты новыми смыслами. Вот что говорят представители компании. Теперь стены, которые были свидетелями стольких судеб, наполнятся новым смыслом. Здесь появится музей, сохраняющий память и историю локации, а также гостиничный комплекс, рестораны, галереи и общественные пространства, открытые для всех. Гостиницы и рестораны в тюрьме, в том числе в символе советских репрессий, смысл действительно новый и неожиданный. В номерах крестов, построенных в конце 19 века, в свое время содержались Лев Троцкий, Константин Рокоссовский и Иосиф Бродский. В годы Большого террора там сидели тысячи политзаключенных, в том числе историк Лев Гумилев. В 1942 году в больнице Крестов от голода умер поэт Даниил Хармс. Интересное исследование провело американское издание «Политика». Журналисты подсчитали, сколько раз за последнее время Трамп делал то, что выгодно Путину. Так вот, за первый месяц нового срока он угодил хозяину Кремля 29 раз. Вот некоторые примеры. Трамп позвонил Путину после 3 лет без контактов стран на высшем уровне. Признал, что оккупированные территории Украины останутся за Россией. Обвинил Зеленского в начале войны и назвал его диктатором. Ну и начал переговоры с Россией о завершении конфликта без участия Украины. Что же, это были главные новости к данному часу. Оставайтесь на нашем канале, подписывайтесь, ставьте лайки, а также подписывайтесь на наш телеграм-канал. Мы дублируем там весь контент, в том числе в аудиоформате. И главное, берегите себя.